Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и это Вязовлог. Я вам расскажу, покажу о своих новостях, которые произошли у меня в сентябре и в октябре. Я уезжала, ездила на море, отдыхала, поэтому вязалась мало, потому что я наслаждалась солнышком и морем. Но за этот период вышли два мастер-класса по вот такой лошадке Шарми, мальчуган. Кто часто бывает на моем канале, знает, что есть уже вот мастер-класс такой конячки, лошадки. Она может сидеть, может не сидеть. И по той же схеме вот такая лошадка Зефирка, это уже девулечка. Так, эту конячку я посажу, пусть сидит. Вот. Вот девулечку уже связала, назвала я ее лошадка Зефирка, потому что здесь такие розовые тона, фиолетовые, мой любимый. Вот почему-то она мне похожа на Зефирку. Одна и та же схема, просто я вам рассказала, как можно сделать вот такую гривку, хвостик и описание платьица. И у вас получится вот такая милая лошадка. Симпатичная. Кто уже связал, напишите мне в комментариях, как у вас получилось, несложная ли схема. А кто еще хочет связать, я вас приглашаю. Ссылка будет в описании под видео. И вы сможете связать или такую лошадку, или такую, на ваш выбор. Вот такие коняшки у меня уже появились. Но это не все. Пока посажу в сторонку. Есть у меня мой вдохновитель, это моя мамочка, и вот она захотела связать вот такого, придумать коня шахматного. Она создала эту схему, по-моему, получилось великолепно, но схема в рабочем состоянии. Скажите мне, хотите связать такого шахматного коня? Я очень хочу, поэтому эту схему я буду тестировать, проверять, потому что при создании игрушки бывает много ошибок. Хотите поучаствовать со мной в тестировании этой лошадки? Ставьте плюсик в комментариях. Надеюсь скоро начать вязать вот такую конячку. Еще у меня была идея такая, знаете, чтобы есть такие подставочки с клейкой основой, чтобы можно было ставить на машину. И вот можно тоже как сувенир в машину приспособить такую лошадку, потому что она, видите, небольшого размера, совсем небольшого. И вот такая получается прикольная, симпатичная. Мне очень нравится, правда, очень милая. Ну, это то, что связано. Ах, да, я забыла. Я еще вязала, мне нужно было связать на подарок моей подружке. Она очень любит мультфильм про миньонов. И я решила ей связать миньона. Давайте я вам покажу, что у меня получилось. Связалась он за один вечер. Очень милая игрушка. И давайте я вам вставлю это видео. Так, ну вот я вам его немного покажу. Вязала до вечера, поэтому, ну, какое есть освещение. И вот так немножко поверчу, покажу. Схема простая, вяжется быстро. Эмоций была куча. Подружке понравилось. 3 волосины я такими сделала. Не знаю, как вам такой персонаж мультфильма? Как-то попытаюсь вам его снять, показать. Не смогла я, не было у меня возможности замерить, сколько он получился в сантиметрах, ну, примерно с ладонь. Вы видели, когда я его брала в руки. Ну что, похож на этого персонажа? По-моему, милая игрушка получилась. Вот такое связалась. Ну и продолжаем вязовлог. Лошадку эту тоже отставляю. Буду скоро вязать, проверять. Приглашаю вас в тестирование вот такой конячки. Отставляю. Это уже хорошо, он стоит, без проблем. Сидит, стоит.
И я начала вязать новую лошадку. У меня на канале есть видео вдохновление разными лошадками, лучшие лошадки от мастеров, первая часть. Можете посмотреть, вот делаю вам здесь подсказочку на это видео. Оно коротенькое, но вот даже я его смотрю и вдохновляюсь на разные игрушки. И хочется и ту связать. И у меня родилась идея. Я уже, как видите, начала вязать лошадку. Будет у меня такая гламурная лошадка с губками. Вы знаете, что у меня серия игрушек есть губастиков, поэтому продолжаю эту серию. Конечно же, будет лошадка-гламурка. И начала я ее вязать. Связала вот такую ножку. Здесь немножко будет не копытце, а как бы такая, ну, ножка, чтобы она могла стоять, эта лошадка. А вот уже ручка будет вот с таким копытцем. Как видите, ну так как она гламурка, то ножки копытца у нее золотистые, блестящие. Начало положено. Дальше я начала вязать туловище. И пока приостановилась, потому что мне нужно вторую ручку зафиксировать. Мне хочется, чтобы они двигались. Внутри каркас, так, чтобы можно было что-то ручками обнять. Может быть сердечко, а может быть букетик. Ну, все что угодно. Поэтому и здесь каркасики, как вы видите, с проволоки. И начала я вязать, это уже заготовки. Уберу немножко. И начала я вязать морду. Вот это первый вариант мордашки. Вот я у мужа спрашиваю, не слишком ли она гротескная, ну, не похожая на лошадиную. Но лошади же бывают разные. Я связала нижнюю губу. Вообще-то, по идее, у меня задумка такая губастика, поэтому здесь я хотела связать губки, но приложила губки и получается слишком длинная мордочка. По этой причине я уже решила, будет другая лошадка, и я связала, может быть, кстати, мальчик будет. И я связала нижнюю губу, вот так. Здесь будут глазки, ушки и так далее. Я прикладывала к телу, к ногам, к рукам, так сказать. Вроде неплохо получается. И пока отложила, потому что первоочередно у меня это же связать девушку, лошадку-гламурку. И вот за сегодня я начала вязать вторую голову. Она уже, видите, так будет короче, потому что здесь будут губки, и она удлинится. Посадятся здесь глаза. Немножко вам покажу. Глазки я купила, не знаю, показывала вам вот такие глазки. Они мне так понравились. Ближе покажу. Немножко пошелестю. Вот смотрите, они такие стеклянные, очень красивые. И немножко начала сомневаться, думаю, а какие же глаза у лошадки? Посмотрела фото, и оказывается, что у нее действительно вот такие глаза с горизонтальной радужкой, да? И думаю, что у меня вот так будут глазки здесь. Будет у меня один глазик, второй глазик. Я сделаю утяжку, они будут посажены. Сейчас выглядит не очень, но я еще хочу сделать большие ресницы. И тоже сделаю или вот такие тоненькие реснички. Все падает. У меня есть очень красивые. Вот так будет выглядеть. Вот так, да? Видно? Или у меня есть жесткие реснички. Сейчас я вам их покажу. Так, достала. Вот такие. Это пластмассовые реснички. Если вот эти у меня, видите, они такие
ну, как с ниточки, мягенькие, классные. Я их для куколок покупала. А это пластмассовые, жесткие. Но выглядят они, ну вот я так прикладывала, как бы, не знаю вам показать. Но вот так, если приложить, видно вам, будут выглядеть эффектно. Но я никогда не работала с такими ресницами. Я даже не знаю, как их приклеить. Они достаточно жесткие. Может быть, и нагреть и создать форму. В общем, я не знаю еще, как получится. А может, проще будет с такими работать. Уже конечный результат покажу вам позже. Ну вот, наговорила вам, наговорила. Есть с чем работать. Пойду работать. А пока отключаюсь и увидимся еще. До встречи. Пока-пока. Всем привет. Собираем маму на ярмарку. Вот приготовили все игрушки, какие будем показывать, продавать. Сейчас я вам их покажу немножко ближе. И потом расскажу, какие были результаты. Ну, давайте я вам покажу их немножко. Так, создаем уют. Поджигаем нашу мельницу. Вот так у нас будет с вами красиво, музыкально. И я вам немножко покажу игрушки, которые мама берет на ярмарку. Ну что, поехали? И первую я вам показываю вот такую хрюшу. Смотрите, какая она красота. Вот в таком фиолетовом платье с рюшами. А жилетка, между прочим, у нее развязывается и снимается. Но я не буду перед вами ее снимать, но просто покажу. И копытца у нее тут связаны. И здесь. И вот такая милашка. Это первая игрушечка. Какая же будет следующая? Эту мы откладываем. И следующая у нас, смотрите, вот такая сердечная коровка, буренка, веселая. Смотрите, какие у нее стечки, пуговки. И сама такая вся в стразиках, в звездочках. Игривая, красивая и даже с косой. Вот такая милашка. Поедет на ярмарку завтра. Но это еще не все. Показываю вам дальше. Так, а следующее у нас. Продолжим сердечных игрушек. И вот такое у нас сердечко. И не знаю, это мальчик или девочка. Наверное, мальчик. Предлагает вот такую черешенку, букетик, чубчик. Это из таких сердечных игрушек. Хорошенький, миленький. Всегда можно связать. Классный подарок. Ну и вот такой тоже поедет на ярмарку. Откладываем. Показываем следующего. И тут у нас будет кукла. И, кстати, вот такое кресло. Кресло тоже ручной работы, связанное из такой ниточки, ну, типа дарничаночки. Такая нитка, но она не натуральная, она синтетическая, поэтому такая хорошая как это сказать? Износостойкая, вот. Вот такое шикарное кресло. Мамуля тоже сама сделала. Каркас из проволоки, я потом оплетала и специально делала для этой куклы. Куклу вам покажу чуть-чуть
ближе. Каркасная, у нее ножки, ручки гнутся. Можно выровнять. Она такая фигурная куколка. Видите, с бюстиком. Все ее одежки снимаются, одеваются. Глазки вышиты. Пальчики вывязаны, вот такие красивые. И даже, да, мама мне подсказывает, есть сумочка, вот такая красивая. И туда даже можно что-то положить. Вот. Как вам такая куколка? Правда красивая, хорошая. Вот у нее такие волосы, пучок волос большой. И будет она в комплекте с вот этим креслом. Вот так. Может сидеть, может стоять, как угодно. Ну, посмотрим, найдет ли она новую хозяйку. Это кукла-милашка. Отставляю. И как думаете, какая следующая будет? А следующая будет не вязаная игрушка, а текстильная. Вам интересно? Сейчас я покажу. Этих убираю. И вот такая текстильная игрушка. Это у нас январь. Смотрите, какой утепленный, какая шубка. Текстильная игрушка. Глазки расписаны. Очень красивая. Было несколько таких игрушек, осталось пока 2. Январь, и сейчас я вам покажу февраль. Я даже не знаю, какая лучше, но вот это пока мой фаворит, февраль. Январь, февраль, январь, февраль. Покажу вам февраль ближе. Смотрите, какая у нее шапка. Ну, он с заплющенными глазками, закрытыми. Тоже сидеть может. Так пошит, чтобы мог сидеть на полочке, на столе. Вот так. Видите, как хорошо сидит. Шапка модная. Такая гламурная ушанка, я бы сказала. И вот такая красивая, красивая интерьерная кукла. Не вязаная, текстильная, но очень милая. Да? Вот такие 2 текстильные игрушки тоже едут на ярмарку. Ну что, продолжим. Это еще не все, еще много-много игрушек. И я показываю вам следующие. И продолжаю. И теперь у меня змеиная тема. Помните, мы вязали с вами вот таких змей-кокеток. И вот первая кобра. И к ней змей-джентльмен. Кстати, на канале есть мастер-класс и по вот этой змейке, и по джентльмену. И, конечно же, фаворитка – это змейка-кокетка. Тоже есть прекрасный мастер-класс. И эти змейки тоже завтра едут на ярмарку. Это еще не все змейки. И продолжаем наш серпернарий. И вот такая еще милая змейка, смотрите. Она на подставочке. Вот такой чудесный змей. Или змейка, потому что с бантиком. Тоже едет на ярмарку. Это еще не все. У нас есть еще змейка в шляпке. И такой же мастер-класс тоже есть на канале. Мы с вами вязали вот такую шляпку для наших змеючек. Так что, кто хочет связать вот такую милоту, я оставлю под видео ссылку на мастер-класс. И у вас тоже появятся такие змейки-красотки. Это еще не все, есть еще одна змея. Это я откладываю. И покажу вам. Смотрите, это карандашница. Вот с таким удавом.
таким интересным в очках. Правда, классный получается? Сюда можно ставить карандаши, ручки, а можно и всякие принадлежности для макияжа, кисти, щеточки и так далее. Все, что вам угодно. Вот такая милая получается подставочка. И это еще не все, есть еще парочку косметичек, тоже в змеиной теме. Ну, змея актуально. Это убираю и показываю вам дальше. И здесь у нас вот такие косметички. Покажу поближе. Вывязанная змея. Открывается. Тоже яркая такая. Вязаная сама косметичка из синтетической ниточки, поэтому они такие практичные, ноские, ничего с ними не происходит, они не деформируются. Тоже, кстати, можно использовать как пенал для крючков, ручек и так далее, для всяких мелочей. Это вот такая с вывязанной змеечкой. Видите, как у нее глазки блестят. А это такой вариант немножко бисероплетения. Когда-то я делала вот такие браслеты из змеек. И как раз хорошо, приспособилась для вот такой косметички. Здесь она украшена такой яркой, блестящей золотистой ниточкой. Связана по одному же примеру, манере. Но вот получаются такие оригинальные и симпатичные. Но раз мы с вами вспомнили про вот эту змейку-кокетку, если вы находитесь на моем канале, то вы знаете, что тема губастиков у меня продвигается. Уже есть змейка-кокетка с губками, потом есть сердечки с губками. Ну и вот недавно мама создала вот такого губастика. Пока он единственный в экземпляре в своем роде, она записала мастер-класс, а я буду его скоро на канале тестировать. Как вам такая чашечка? Смотрите, это ручка, которая держит цветочки. Чашечка тоже можно использовать и как вазочку под цветочки, и как карандашницу, и как угодно, или просто вот такой милый декор. И эта губастенькая чашечка тоже уезжает завтра на ярмарку. Серия губастиков продолжается. Как вам такая чашечка? Напишите в комментарии, мне будет интересно. Ну что, поехали дальше. Это еще не все. Так, коробку я пока уберу. И продолжу. И сейчас у нас с вами пойдет сердечная тема. Сердечки, сердечки, продолжим. Вот такой слоник сердечный. Наверное, многие из вас вязали. Это известный мастер-класс. Но вот такие классные все равно игрушки получаются, милые, прикольные, и, кстати, они тоже часто покупаемые, поэтому сердечных зверушек у нас будет много. Сначала пойдет слоник, вот такой хороший, смешной, прикольный. Следующий, ну, из той же серии, почти из тех же ниточек, идет у нас сердечный кот. Тот же принцип, но не менее прикольный и симпатичный. Видите, с бабочкой на попе. Вот такой он меланжевый. Кстати, хорошая тема, да? Если у вас меланжевая ниточка, можно ее вот так обыграть. И смотрите, как это смотрится. Очень даже весело и хорошо. Прикольный. Но это еще не все. Есть у нас еще вот такие влюбленные коты. Обнимашки. Мне эта серия игрушек тоже очень нравится, потому что можно связать разных персонажей. Вот по такому мастер-классу обнимашки сердечные. Я видела и мишек, и собачек.
но в данном случае котята. Очень милые и прикольные. Вот они идут туда же в сердечную тему. Ну и раз продолжаем тему сердечек, то я вам показываю вот таких двух сердечных человечков, парочка. Вот создавалась, у меня на канале есть мастер-класс по куколке Хипули и кокетка, по-моему, или красотка, куколка-сердечко. И это прототипы, когда создавалась вот та игрушка, сейчас фото вам вставлю, вот такая, то прототипами были вот эти куколки. Создание этих куколок. Вот такие они получаются. Мистер Сердечко и мисс Сердечко. Красивые и тоже, кстати, губастенькие. Глазастенькие, губастенькие. И идею мне подал, кстати, искусственный интеллект. Я при помощи этого искусственного интеллекта создала игрушку, и потом мы с мамой осуществили эту идею. Вот такой у нас тандем. Как вам такие милашки? Тоже поедут на ярмарку. И последний сердечный заяц. Хопа! Это уже последняя сердечная игрушка, которая уезжает завтра. Вот такой зайчик. Тоже глазастый, тоже губастый. Создавался в тот же период губастеньких игрушек. Такой он беленький, хорошенький, стоит, улыбается, глазком радуется. Зайчик. И еще одного зайчика вам покажу. Вы, может быть, помните, тоже у нас был такой проект. Мы решили с мамулей поэкспериментировать. Ну, просто она вяжет игрушки, я вяжу игрушки, поэтому у нас одно хобби, и, соответственно, мы себе бываем создаем такие испытания, как это сказать, придумываем всякие интересные идеи. Вот у нас была идея, мы вязали одинаковых зайчиков. Идея была связать зайчика в морковке. И зайчики у нас получились немножко разные. Кому интересно, я об этом рассказываю в вязовлоге. Ссылку на этот вязовлог я оставлю под видео. Вы сможете посмотреть всю эту нашу историю. Ну и вот такой зайчик-морковка. И он тоже завтра едет на ярмарку. Мне он очень понравился. У мамы живет такой, а у меня тоже живет дома. У мамочки он просто сидит, а у меня ножки двигаются. Ну вот разные, видите, разные мастерицы и разные получаются зайчата. Я, кстати, если получится, тоже вам здесь фотографию своего покажу. Угу. А пока с зайцами покончено. Показываем куколка. Но куколка тоже не просто куколка, а с зайчатной темой, или как это сказать? Ушастой темой, да. Мама подсказывает. Вот такая есть куколка. У нее ободочек ушки. Вот. Одевается. Сейчас одену. Снять-то легко, а одеть потом. Чем интересна эта куколка? Тоже она каркасная, у нее пальчики все вывязаны, и у нее полностью съемный комбинезончик. Вот он снимается, то есть отдельно вязано тельце, отдельно комбинезончик. Я не буду при вас его снимать, просто вам покажу. И хвостик такой. Ну, вот такая и куколка. Тоже уезжает завтра. Ой. Вот с ушками. Это не все куколки. Еще одна. Такая лялечка, куколка в розовом. Она, как видите, с сумочкой. Сумочкой вам покажу. Тут на кнопочке.
на бусинки и тоже открывается. Вот такая она красивая. Тапочки у нее, туфельки. И тоже на бусинки. И тоже они расстегиваются и снимаются. Но я не буду снимать. Не хочу ее раздевать. А здесь, смотрите, у нее в кармашке лаванда. Вот такая девочка. Парижанка. В шляпке с бантиком. Красивая. Тоже у нее ручки на каркасе. Можно гнуть, как удобно. Сама она мягенькая и такая миниатюрная. Простенькая, миленькая, но со вкусом и с множеством всяких аксессуаров. Смотрите, у нее тут такая воротничок. Ну, точно парижанка. Парижанка в розовом. Эмили в розовом. Так, это не все из куколок. Еще у нас вот такая печалька из мультфильма «Головоломка». Узнаете? Очки, прическа. Она в такой смешанной технике. Тело у нее полностью вязаное. А вот штанишки и свитерочек, он пошит. Вот видите, из ткани. Так что это такая игрушка вяжется очень быстро, потому что не надо отдельно вязать одежку, отдельно тельцем. А вот такой вариант. Ну, получилась очень хорошая с ушками даже. Это немножко другой вариант. У меня на канале тоже есть связанная печалька. Она больше миниатюрная. Вот такая. Покажу вам фото. Помните? Кстати, есть мастер-класс. Хотите? Пройдите по ссылке и сможете связать вот ту печальку. А вот в эту тоже у меня есть записанный мастер-класс, но я его еще не сняла. Если хотите такую печальку, напишите мне в комментарии. Сниму мастер-класс. Игрушка такая есть. Схема есть. Осталось создать видео, если захотите. Это не все. Есть еще одна куколка. Вот такой рыжик. Рыжик. Вот такой смешной. Смотрите, какая платьице. Тоже розовая, красненькая и тоже сердечная. Ножки у нее, видите, она может так сидеть на шарнирчиках. Немножко сделана утяжечка, чепчик. Мягенькая, вот она такая, знаете, игривая. Можно дать в руки ребенку, ничего нигде не будет, никакие железки вылазить. Мягкая, приятная. Вот такая девулечка. Тоже, возможно, завтра найдет своего нового хозяина. И связанными куколками пока все, но не все с куколками. Почему? Объясню. Это убегает. Вот, будут представлены завтра два пупса. Это винтажные пупсы. Приобрели их мы в Канаде, когда я была в гостях у тети с мамой. Такие они интересные, у них там есть серийные номера, все есть, все интересное. Кто любит винтажных кукол, я очень люблю. Эта тема интересная. Но мы их апгрейдили как? Связали вот такие костюмчики. Баламбончики милые, правда? Мне очень понравилось. Мамочка связала. И вот получился вот такой чудесный малыш. Тоже завтра поедет на ярмарку. Одену его. Смотрите, какой хорошенький. Хорошо сохранившиеся глазки. Нигде не поврежденный. Тело мягенькое, такое приятное. И очень легкий. Это один пупс. А это вот второй. И тоже хочу обратить ваше внимание. Смотрите, какие у него глазки красивые. Света уже мало, за окном почти ночь. Я вымазалась в копоть, парафин, да, поэтому сейчас вытру. Пальчики. Так, шапочка снимается. Все снимается.
Кофточка снимается, а там у нас тоже, видите, идет, давайте я вам уже покажу. Вот такой комбинезончик. Сниму уже, вам покажу. Смотрите. Вот. С лямочками. Вот такой набор вязаный идет для игрушки. И это такой хороший тоже вариант для девочки. Одевать, раздевать. Такие тактильные прикосновения. Застегивать все вот эти пуговички. Как раз для ребенка это то, что надо. Развивает моторику хорошо. И вот такие пупсики уезжают. Двое. И беленькие, и темненькие, беленькие, темненькие. Кофе с молоком. Вот. Все, убегают. И заканчиваю я свинками. Свинтусами. Несколько свинок будут. Это очень оригинально. Я вам покажу ее чуть позже. Свинка в фиолетовом. Свинка в фиолетовом. Вот смотрите, какой у нее бантик. Орюши какие. Мне она немножко напоминает балерину. Правда? Свинка-балерина. Смешно. Но очень милая, красивая. В фиолетовом. Вот такая свинка тоже поедет завтра на ярмарку. А вот это очень интересная. Не помню, по какому мастер-классу вязаная, но оригинальная. Вот такая свинка-подсолнух. Оригинально, потому что редко вижу таких игрушек. Во-первых, и форма ее, и поза, и идея. Ну, очень оригинальная. Как вам такая игрушка? Интерьерная, классная. Ресницы у меня такие. Пятачок оранжевый. Ну, как для свинки, просто прелесть. Но это еще не все. Есть еще один свинтус. Тоже розовый. Это, на мой взгляд, мальчуган. Смотрите, какой у нее хвостик. Ой, настоящий. Как у свинки. Вот такой хорошенький, миленький, не противненький, красивенький, хорошенький свинтус. Тоже, видите, копытца у него какие. Сколько разных всяких игрушек можно связать, да? Сколько радости можно подарить. И себе, и другим. Вы уже посчитали, сколько это игрушек? Нет? А я вам в конце видео скажу. Ну а сейчас продолжим. Это еще не все. У нас есть вот такая еще корзинка. Свинтусом убираем. В этой корзинке у нас с вами слоненок. Тоже связан из меланжевой пряжи. Пряжа синтетическая, поэтому моется, стирается хорошо. Легкий, мягкий, смешной, прикольный. Вот такой хорошенький. И глазки у него бегают туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И он на ярмарке будет сидеть вот в такой корзинке. Корзинку вам покажу чуть-чуть ближе. Слоняшку отставлю. Корзинка тоже сделанная. Ручная работа. Все ручная работа. Здесь фетр. И обвязанный. И вот сделаны вот такие красивые цветочки, листочки, кружево. И здесь украшено. Ну, как применить эту корзинку, уже сам посчитает человек, как нужно. Можно положить сюда салфеточку и булочки, ложить печеньки для стола к чаю, а можно кого-то там красивого посадить, и тоже это мило и красиво, или сделать украшение, как икебану, цветы, в общем, полет фантазий. Корзинка есть, чем ее наполнить, придумайте сами.
Вот такая у нас корзинка. И чтобы продолжить тему корзинок и закончить уже обзор игрушек, подготовки мамы к ярмарке, останний лот у нас будет вот такая сумочка. Сумочка для девочки, для малышки. Такая простенькая. Сюда можно положить платочек, конфетку или что-то еще. Куколку, да, мамуля подсказывает. И девулечка себе пойдет вот с такой сумочкой. И это последняя игрушка, которую пакуем. А потом я вам покажу фото, как мама все это выставила. И расскажу, что у нее получилось. Все, на этом конец. Пошли мы собираться. На улице уже темно. А нам завтра рано вставать. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Ну и вот небольшой фото-видео-отчет о ярмарке. Здесь видите, как был столик сделан. А вот моя мамулечка, участвующая в этой ярмарке. Ну что я вам должна сказать? Это, конечно, было полное разочарование, потому что участников ярмарки было больше, чем посетителей. В основном присутствовали мастера, а посетителей и покупателей практически не было. Разочарование полное. Такая ситуация получилась с ярмаркой. Конечно, такое небольшое разочарование, потому что много подготовки, много труда. Чудесные были мастера, мастерицы, но из-за того, что вот такая организация, все прошло не очень. Но с другой стороны, это тоже опыт. Делаем выводы и готовимся к следующим ярмаркам и продажам, подаркам. Вяжем в удовольствие. Делитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы вяжете, какие у вас появились лошадки, игрушки, почему вам нравится заниматься таким творчеством, как вязание. Мне очень интересно. Оставайтесь со мной и до новых встреч на канале Рукоделки-посиделки. Вам желаю творческих успехов. Пока-пока!